две большие миски здоровенные. О, special one. Особое, козырное, самое дорогое, где кипящий бульон приносят. Надо в кипящий бульон закладывать мясо. Вот это. А, это дополнительные штучки. Что это за штучки хрустящие? Всем привет из Вьетнама. Это курортный город Нhi Chang. Меня зовут Илья, а это Тили. Я решил показать вам самое популярное блюдо во Вьетнаме. Наконец-то. Долго я собирался, конечно, долго планировал. В Нhi Chanге, в центре города, открыто кафе с супом Pho Bo, в котором готовят несколько видов супа Pho Bo. У них 7 видов, тут меню висит. Посмотрим, каковы они на вкус. Кто будет в Нhi Chanге, можете сюда зайти, попробовать. Но я по вкусу еще не пробовал, вот буду сейчас специально обозревать. Pho Bo – это вообще самое популярное блюдо во Вьетнаме. И вообще это, наверное, одно из самых популярных блюд в мире даже. Из разных кухонь, если брать. Суп Pho Bo вообще пришел с севера Вьетнама и потом распространился по всему Вьетнаму и на юг. И вот, говорят, даже на юге отличается немножко рецептура, вкусом может отличаться, чем на севере. Ну, Нhi Chang относится к южной части Вьетнама. Будем пробовать здесь. Но на севере мы еще не были, так что, я думаю, все впереди. Попробуем в дальнейшем, съездим, сравним. Ссылку на месторасположение в Google картах можете посмотреть в описании. Как обычно, я оставляю все эти локации, так что можете посмотреть. Для тех, кто не знает, Pho Bo – это суп с лапшой, говядиной и другими вкусовыми добавками. Основной секрет в приготовлении самого бульона. Он готовится из мяса, костей, подпеченного лука и особого набора специй. Бульон готовят несколько часов заранее перед открытием кафе. В местах, где специализируются на приготовлении этого супа, встают с рассветом, чтобы успеть приготовить все к завтраку. По такому же принципу подготавливают и другие национальные блюда. Таких монокафе с одним основным блюдом во Вьетнаме бесчисленное множество. Работать они могут либо только с утра, либо могут закрываться на перерыв и открываться вновь во второй половине дня. В первом случае можно опоздать и не успеть к раздаче. Такое у нас тоже бывало. Приходилось идти снова на следующий день только пораньше. Но есть и такие кафе, которые обслуживают посетителей целый день без перерыва. Такое кафе как раз у нас сегодня на обзоре. Это кафе расположено в центральной части Нhi Chang и называется оно Pho Hanh Phuc. Такая фошница, где можно выбрать разные виды супа Pho Bo, и при этом здесь еще готовят свою собственную лапшу. Поэтому это место привлекло наше внимание, и мы решили там попробовать суп фо и как раз показать вам и поделиться впечатлениями. У нас в меню 7 разновидностей супа фо. Это фо тай с нежным мясом, без жира, которое предварительно не отваривается, а добавляется сырым прямо перед подачей. Это фо нам. Этот вариант с добавлением нежных мясных частей говядины, толстый край и покромка. Это мясо отваривается заранее. Это фо гау. Туда входит мясо с жировой прослойкой. Это мясо тоже готовится заранее. Это фо тай ган. Туда идет мясо с хрящевой прослойкой. Оно добавляется сырым перед подачей. А это фо даг бьет. Это уже суп с мясным миксом, куда входят все вот эти 4 вида мяса. Это фо тай бап. Туда добавляется мясо говяжьих голяшек в свежем виде, без предварительной отварки. А последний вид супа отличается особой подачей в большой каменной миске с кипящим бульоном и кусочками мяса. И отдельно еще подается свежее сырое мясо на тарелочке. Мясной бульон у нас варится один для всех супов. Отдельно подготавливается и отваривается лапша. А там варится бульон. Лапша у нас двух видов. Круглая тонкая лапша супа фо Южного Вьетнама и плоская лапша фо Северного Вьетнама. А в некоторых местах еще добавляют сырое яйцо в суп фо. Вы тоже добавляете? Да, мы можем добавить яйцо, если кто-то из гостей попросит. Бывали ли какие-то проблемы с сырыми яйцами у вас? Нет, все в порядке, никаких проблем не было, никто не травился. При варке бульона для супа фо добавляют корицу, анис, имбирь, кориандр. У вас все эти специи тоже добавляются? Состав всех специй и вкусовых добавок мы не раскрываем, это уже секреты приготовления. А вьетнамцы чаще едят суп фо на завтрак, так ли это? В основном да, фо едят с утра, на обед и ужин едят меньше. Самые часто заказываемые варианты супов у нас это фо тай бап с мясом говяжьих голяшек и фо тай.
В оба этих супа добавляется мясо в свежем виде перед подачей. Ну и особое место в меню у нас занимает суп в специальной каменной миске. К нему отдельно подается свежее мясо на тарелочке, бульон в такой миске еще кипит, когда мы его подаем к столу. Тоненькие слайсы свежего мяса варятся в таком бульоне прямо за столом уже после подачи. Здесь такое чистенькое, хорошее кафе. Основные столы находятся снаружи, за пределами кафе. Но там еще и внутри, как оказалось, много столов. Без проблем можно и руки даже помыть, все раковиной. Не как часто это бывает, когда нужно где-то спрашивать отдельно, чтобы руки помыть. Ну еще там есть второй этаж, нормальные столы, все, большое помещение на втором этаже. Так что это не маленькое кафе, а довольно-таки большое. Вот нам уже сейчас начинают приносить. Мы заказали 3 разных супа на пробу, чтобы сравнить. So we order stone bowl and we will eat like Здесь свежее мясо сырое, лучок свежий нам принесли. Вот уже лапшу тоненькую, 2 вида лапши у них. Потом бобовые росточки принесли, зелень стандартная вот такая и такая. no, but I want this to be northern. This is southern. But this dish I want this northern. Bạn ơi cho tớ đổi cái này lấy của Nam á, mềm mềm nó không? Của Bắc ạ, sorry. So I change this to northern. И вот нам как раз уже принесли 2 большие миски здоровенные. This is a soft one, the soft meat, and this is a rare. Cảm ơn. Rare. And this is meat with Boiled already. yeah, but soft. Yeah, it's like this. This is what I want. Вот мы поменяли лапшу на толстую в северном исполнении. Так. Ну и нам третий сейчас миску отдельно принесут. То есть здесь можно заказать готовое уже, когда все в миске положено. This is what you order. This for free? No, you order. А, это дополнительные штучки. Что это за штучки No, хрустящие? no. You have to dip to here. Дип? Yeah, into water. Really better. Реально вкуснее вот так. And the special So- one. О, special one. Особая, которая у них козырная, самое дорогое, где кипящий бульон приносят. И закладывают, надо в кипящий бульон закладывать мясо. Вот это. Very hot. Чтобы оно сразу проварилось прямо на столе. Там уже какое-то мясо есть внутри. Boiling. Wow, yummy. So much meat. Wow, yummy. But here was meat already, or here was a bit meat. Yeah? I put here. Суп фо такой популярный, что даже есть отдельный день национального блюда супа фо во Вьетнаме. Это 12 декабря. Этот суп вообще знают многие люди, он в разных списках самых популярных блюд в мире. Но я никогда не был любителем этого супа, потому что я его как-то считал, что он достаточно пустой, не сильно насыщенный. Например, считаю, что лучше, чем фобо, суп бунбо. Обзор я тоже на него делал, смотрите в правом верхнем углу. Подсказочку, переходите на это видео, кто не знает такого супа. Ну и другие супы, и другие блюда тоже можете перейти по ссылочкам в описании к этому видео. Но так как фобо самый популярный известный суп, я считаю, что я просто обязан сделать такой обзор и попробовать этот суп на видео с такой хорошей, классной подачей. Вот эти большие миски здесь довольно-таки на одного человека. А вот эта миска еще кажется как будто бы в 2 раза больше. Давайте попробуем бульон. Но бульон везде одинаковый. Да, насыщенный бульон. Такой у него оттеночек вкусовой, мясной и с этими специями. Ну реально мне нравится. Wow, really yummy. Wow. Wow, I like this so much. It's not like Ajinomoto, you know. It's good. Тилли говорит, что Wow. вкус не такой, как с усилителем вкуса, если бы суп был. Сам бульон классный. А еще прикол в том, что я охрип на днях, можно это заметить сейчас по голосу. И я как раз прочитал, что нужно есть хороший такой тепленький бульончик, чтобы помогло горлу. Думаю, что
Сейчас после этих 3 супов будет круто. Но бульон одинаковый в этом супе. Different, like different. Really? Отличается вкус бульона. Это как будто бы более солоноватый, что ли. Why different taste? Because of meat, I think, and ingredient. They will put more. You know, they don't want to talk about the ingredient at all. They don't want to share. Здесь вот уже лапша южная. Здесь лапша северная. Здесь тоже северная лапша. And this is really good. Да, и этот отличается как будто бы. Разный вид мяса дает разный оттенок вкусовой по бульонам. И это реально горячий вот этот суп. В такой миске сохраняется прям кипящий бульон же нам принесли. Кладем листочки. Эти все ингредиенты можно положить везде. Вот так макаешь вот эту штучку. This is a south noodle. Вот эта лапшичка эластичная, более упругая. Вот эта тоненькая в южном варианте. Вот эта толстая лапша более мягкая. Мне даже больше понравилась вот эта лапша. Let me tell something very funny. I like this noodle because I'm from the north. I'm from the north, so I like this big noodle. So in Vietnam, like this, we say that husband eat rice all the time. Same how Vietnamese eat rice all the time and pour it. And sometimes they go out to eat pho. They go to find some lover outside for once. В общем, здесь 2 вида мяса получается сейчас у нас. Сырое мясо, которое сварилось при подаче. Вот такие кусочки тоненькие. И вот такое мясо, сваренное уже предварительно. I think this is the best for Nha Trang. Better than many places. More than 10 though, expensive but so good. But in Ichan can eat for 15 dong. Full of Ajinomoto. Мы сидим тут рядом с ремонтом байков, поэтому такой шум. Really yummy. I like this meat. Look, soft and yummy. You put fresh meat here. Да, более насыщенный вкус у этого супа. Вот именно у этого бульона из-за мяса. То есть вид мяса добавляет разные оттенки во вкус бульона. Многие знают, что я фанатею от соевого соуса. И, в принципе, здесь вот в качестве специй и перчик, и соевый соус есть. Можно сюда даже добавить соевый соус, как я это делал раньше. Но я это делать не рекомендую. Лучше попробовать настоящий вкус, настоящие специи. А соевым соусом только перебьете весь вкус. И будет уже не такой оригинальный и настоящий вкус, который должен быть. И доводить до вкуса вот именно в этом месте вообще даже не нужно, потому что здесь вот именно сбалансировано, все четко сделано. Мы хорошо так накушались, объелись даже, потому что 3 тарелки супа съесть, это, конечно, вообще серьезно. Кто придет сюда, заказывайте 2 смело и не парьтесь. Но если хотите объесться, то, в принципе, можете и 3 на 2 заказать, попробовать тоже разные виды супов. Вот этого супа фо. What you can say? Yummy. Настроение у нас хорошее, животы полные, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это фошница в центре Ничанга. Я был здесь и всем советую, реально очень понравилось. Советую, рекомендую. Я даже не ожидал, что будет настолько вкусно.